Привет, друзья! Утренний выпуск о главных событиях Германии и Европы. Сегодня в Берлине министр финансов Ларс Клинбаль объясняет, почему в стране требуется 180 миллиардов евро новых заимствований. Он говорит о бюджете 2026 года как о разминке и намекает, что в 2027-2028 годах нагрузки по долгам будут еще серьезнее. Тем временем в Восточной Европе сообщают о заметном происшествии. В Румынии дроны вошли в воздушное пространство, авиация была поднята оперативно, а один из аппаратов оказался на крыше жилого дома. Страны НАТО обсуждают уровень координации и необходимости постоянного мониторинга. В технологической сфере тоже неспокойно появилось новое дело, которое привлекло внимание мировых производителей микрочипов. Крупнейшая компания TSMC подала иск против своего бывшего топ-менеджера, обвиняя его в передаче технологических данных крупному конкуренту, начато официальное расследование. Но в Германии на предприятиях тоже неспокойно. В Совете работников Bosch предупреждают о возможных сокращениях и требуют от руководства ясных гарантий занятости. В это же время федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем объявляет о крупнейших инвестициях. Внимание! В синтетическое топливо. Новый комплекс в Германии в Лейне должен стать основой для разработки экологических решений в транспортной отрасли. А в политике Германии снова обсуждают пенсии. В коалиции Фридриха Мерца возникает жесткий спор о будущем пенсионного уровня, и сегодняшнее предстоящее заседание может оказаться решающим для миллионов пенсионеров Германии. Про все эти последние события кратко расскажу буквально за несколько минут. Итак, министр финансов Ларс Клинбаль объяснил, почему Германия планирует взять 180 миллиардов евро новых долгов. По его словам, нынешний бюджет – это лишь разминка. Он называет предстоящие бюджеты на 2027-2028 годы куда более серьезными и считает, что нынешние заимствования, внимание, это инвестиция в будущее, в инфраструктуру, оборону и рост экономики. Напомню, что правительство канцлера Фридриха Мерца предусматривает расходы общей суммой 524 миллиарда евро, и несмотря на критику из оппозиции за рекордную долговую нагрузку, Клинбаль настаивает, что это именно инвестиции, а не просто кредиты. Однако критики усомнились в этом подходе, они предупреждают о нарастающей долговой нагрузке и о том, что высокие процентные платежи могут усложнить бюджет уже через несколько лет. Сам министр финансов Ларс Клинбаль счел важным поднять в парламенте вопрос об ответственности и росте. Если получится все-таки обеспечить экономический подъем, займы смогут окупиться, а долг должен стать оправданным шагом. Следующая новость вызывает обеспокоенность у стран Европы. В Румынии зафиксировано проникновение дронов в воздушное пространство страны. На тревогу подняты немецкие истребители Eurofighter и румынские истребители, которые сопровождали беспилотные аппараты и контролировали ситуацию. Один из дронов даже приземлился на крыше дома в молдавском селе. Из-за риска для безопасности власти эвакуировали жителей ближайших домов, чтобы избежать возможных последствий. Министерство обороны Румынии отмечает, что такие случаи подчеркивают важность постоянного патрулирования воздушного пространства и тесного сотрудничества на юго-восточном фланге. Германия через свои Eurofighter обеспечивает защиту союзников и контролирует возможные угрозы. Эксперты считают, что инциденты с дронами становятся все более частыми и необходимо повышение готовности воздушных сил, так как это ключ к безопасности региона. Следующая новость показывает, как растет конкуренция среди стран и бизнесов. Тайванская компания TSMC, крупнейший производитель микрочипов, подала в суд на своего бывшего топ-менеджера Вэй Джей Ло. Его обвиняют в разглашении секретной информации и передаче технологических наработок конкуренту компании Intel. По версии TSMC, Ло использовал сведения о производственных процессах и новых технологиях чипов после ухода из компании, что нарушает соответственно условия трудового договора и соглашения о неконкуренции. Прокуратура Тайваня начала расследование возможного нарушения регуляции и передачи технологических данных. Компания требует компенсации за ущерб и подчеркивает, что защита интеллектуальной собственности критически важна для сохранения лидерства в мировой индустрии полупроводников. Эксперты отмечают, что такие случаи показывают, насколько высока конкуренция между мировыми производителями чипов и как дорого обходится утечка секретов.
Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Совет работников компании Bosch выражает заметную обеспокоенность возможными изменениями в занятости сотрудников по экономическим причинам. Несмотря на обещание сохранить рабочие места до конца 2027 года, руководство рассматривает изменения в штате как вариант оптимизации своих расходов. По информации Совета, программа может затронуть внимание до 13 тысяч рабочих мест, в основном в Германии. Часть сотрудников может столкнуться с изменениями занятости из-за корректировок в производственных процессах и необходимости повышения эффективности. Председатель Совета Франк Селл подчеркнул, что значительные изменения в штате будут крайней мерой и призвал руководство к более прозрачной стратегии сохранения рабочих мест. Профсоюз IG Metall поддерживает сотрудников и требует дополнительных гарантий занятости, а также помощи в цепочках поставок в автомобильной отрасли. И это только начало. Федеральное правительство канцлера Фридриха Мерца, внимание, выделяет 157 миллионов евро на строительство нового лабораторного комплекса в Лейне, это Саксония-Анхальт, для разработки климатически чистого синтетического топлива, так называемого Е-топлива. Проект рассчитан на работу с 2028 по 2035 год и направлен на продвижение экологического транспорта. Лаборатория будет использовать технологию энергия в жидкость, то есть возобновляемая электроэнергия превращается в водород, а затем синтезируется в жидкое топливо. Планируется производить около 2500 тонн топлива в год, что позволит тестировать технологии на полупромышленных масштабах. Министр транспорта Германии подчеркнул, что проект – это важный шаг для достижения климатических целей страны и создания инфраструктуры будущего для экологически чистых видов топлива. Инвестиции помогут сократить выбросы СО2 в транспортной отрасли и поддержат развитие новых технологий. А дальше еще интереснее. В Германии обозначилось заметное расхождение во мнениях. В коалиции Фридриха Мерца между консерваторами ХДС, ХСС и социал-демократами усиливается обсуждение вокруг пенсионной реформы. В среду запланировано важное заседание коалиционного комитета, на котором может решиться дальнейшая судьба закона о пенсиях. Суть спора заключается в том, что молодые депутаты из Союза требуют отказаться от гарантии, что пенсионный уровень останется на 48% после 2031 года. Они считают это финансово опасным, социал-демократы, напротив, настаивают, что 48% – это их ключевое обязательство и отступать они не намерены. Канцлер Фридрих Мерц пытается найти выход, он предлагает создать комиссию по пенсиям, в которую войдут и критики, и сторонники закона, чтобы выработать компромисс к лету 2026 года. Если соглашения не будет, это может заметно осложнить работу самой коалиции. Лидер СДПГ Бербельбас уже отмечает, что отсутствие решения по реформе может вызвать серьезные трудности в работе правительства. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.